Сейчас замри и слушай свое сердце. Ты уже чувствуешь, как между вами что-то вибрирует, пульсирует, но ждет. Но что именно, чего именно ждет то, что внутри вас, то, что между вами? Ваша история – это тайна, покрытая чувствами и сомнениями. Сегодня карты Таро ответят прямо, ясно и без компромиссов. Что происходит между вами здесь и сейчас? Какая судьба ждет вас по итогу? Слушай внимательно и почувствуй, как откроется правда. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Замри и чувствуй свое сердце. Давайте проведем с вами общий расклад Таро, потоковое чтение на отношения в контексте того, что есть сейчас и что по итогу, что будет дальше между вами. И по традиции, друзья, мы начнем с вами, что посмотрим. Давайте начнем с того, что происходит в ваших отношениях сейчас. И зайдем сразу же с козырей, как говорится. И я хочу сейчас спросить, что именно он чувствует, когда думает о тебе в эту секунду, прямо сейчас, его чувства. Ну, он чувствует, что он с тобой не может что-то завершить, и что вам двоим, вместе вам двоим, нелегко. Он чувствует с тобой связь кармического уровня, это огненная связь, и я могу вас заподозрить, что вы пламенные близнецы прямо с первой картой. Но пока что это только на уровне подозрений, и я скажу так, что он чувствует, что вам обоим нелегко, и он чувствует, как нелегко ему, и точно так же он чувствует, как нелегко тебе с ним. Поэтому он чувствует к тебе твою нелегкость к нему. Вот так вот интересно. Хорошо, но что тогда скрывает его сердце от тебя? Давай спросим, что скрывает его сердце от тебя. Но смотри, внутри него, смотри, опять жезлы, и прямо, знаешь, он как бы адски раздосадован. Внутри него идет внутренняя борьба. С одной стороны, он как бы связан с тобой и вроде бы как чувствует, что вынужден донести эти корзины з кавунами, да, це не гарбузи, це кавуни, з арбузами, да, до вон того домика, да, на гору, а внутри него в сердце, да, идет борьба, и это и скрывает сердце его по отношению к тебе. Поэтому он борется, и, скорее всего, он борется не только с тобой, как бы, да, если у вас есть какая-то борьба, но и с самим собой. И внутри него есть светлый и темный, да, и его ангелы и демоны борются, извини, а нафига мне надо тащить арбузы вон к тому домику, да, или, может быть, он борется с твоим мнением и взглядом на ту ситуацию, в которую вы оказались волей или неволей случая, или по судьбе, да, угодили. Но я чувствую, что между вами есть некий конфликт. Здесь прослеживаются не только какие-то кармические огни, или кармические близнецы, или пламенные близнецы, но еще и дьявол. Хорошо, вот чувствует ли он сейчас внутренний конфликт, когда думает о ваших отношениях? Да, вот он, внутренний конфликт. Давай просто проверим. То есть он как минимум, не согласен с чем-то, да? А если это внутренний конфликт, то есть он не согласен с ситуацией, с тобой в этой ситуации и с позицией, которую ты занимаешь в этой ситуации. А вот чувствует ли он сейчас внутренний конфликт? Так, мы эту карту сейчас немножечко призакроем. Вот так. Ну что, я не скажу, что у него есть внутренний конфликт. Кстати, взял знак зодиака Стрельца. Интересно, да? Ваш мужчина Стрелец, интересно или нет? Смотри, внутреннего конфликта у него нету. Он возлагает, условно говоря, не возлагает, а переносит
делает перенос в психологии, да, есть такое понятие, как перенос. То есть винит тебя, то есть по сути внутреннего конфликта у него нет. То есть он уверен, что как бы все проблемы не внутри него, вот так вот. То есть себя не винит точно, и скорее всего он виноватит или обвиняет женщину, да, то есть женщина это, скорее всего, водолей или воздушная женщина. Учитывая то, что вы пламенные близнецы, вы можете быть не обязательно огненным знаком, да. Хорошо. Что его больше всего притягивает к тебе сегодня? Давай еще по чувствам пройдемся, да. Во-первых, ты умеешь до него донести информацию. Ты умеешь до него донести информацию. Здесь птица это ты, а он это он, да, вот он тут стоит. Ты легкий человек, ты воздушный человек. Здесь, видишь, опять водолей играет, как бы подыгрывает или импонирует твоему знаку. Водолей, весы, близнецы. Ты человек, который можешь адаптироваться, да, приспосабливаться к нему. Можешь ему служить и выполнять его просьбы, его команды. И, возможно, он, его притягивает к тебе в том, что ты всегда готова поделиться, может быть, с ним какой-то информацией, поговорить, сделать то, что он тебя просит. Ты, как минимум, очень четко исполняешь его желания. Может быть, команды, а может быть, ожидания. Может быть, и ожидания по этой карте. Давай спросим тогда так. Что между вами происходит сейчас на энергетическом уровне? На энергетическом уровне у вас происходят перемены, но эти перемены к лучшему. Имей это просто в виду. И если у вас сейчас, может быть, прям все плохо, и вы там, поссорились, да, например, а он винит тебя, да, то это может быть еще и все вырулится. Карты не самые плохие выпадают в то, что происходит между вами здесь и сейчас, и вы можете посмотреть. Да, вам нелегко, да, вы, возможно, кармическим узлом каким-то повязаны. Да, возможно, вы даже пламенные близнецы, и здесь 10 огня, 5 огня, 15 дьявол, то есть есть какая-то ссора, он винит тебя и себя не винит, но тем не менее между вами есть и хорошее. И у меня такое ощущение, что скоро колесо фортуны или судьба вам преподнесет какие-то позитивные изменения. Но как минимум ты надеешься на это, возможно и он где-то надеется. Сильно ли он на тебя зол? Я не скажу, что он прямо так злится, что можно или нужно бить какую-то тревогу, да, и печалиться совсем. Здесь карты все игровые, в принципе, игровая карта, игровая, судьба, здесь чистая женщина и так далее. То есть пока я бы не не вижу причины, чтобы ты по какой-то причине, как партнерша, била в набат и говорила, все пропало, да, вот так. Но, тем не менее, может быть, это здесь и сейчас такая ситуация, да, давай разбираться дальше, давай немножечко пойдем, сделаем нестандартный ход и посмотрим твои истинные чувства и сомнения, да, именно твои. И как раз посмотрим еще, разберемся, может быть, получишь какие-то, как женщина, зрительница, да, советы, инсайты и подсказки высших сил. Чего именно ты боишься в ваших отношениях сейчас? А мужчины могут посмотреть на страхи своей, соперницы. И не напарницы, и не соперницы, а партнерши. Чего именно ты боишься в ваших отношениях сейчас? Смотри, я скажу так. Мужчина на тебя давит и отстаивает свои позиции. Ты вроде бы как отстаиваешь свои позиции, но ты боишься эмоционально не выдержать его. То есть ты боишься эмоционально сорваться. Опять огонь идет. И тут смотри, 10 и 7, 17 это звезда, и тут звезда. То есть женщина здесь опасается сорваться на эмоции, да, и не контролировать свои эмоции. Поэтому, может быть, где-то ты боишься, да, в этих отношениях сейчас
Ну, что ты не отстоишь свою позицию. Хотя пока что ты ее отстаиваешь, и ну, он с ней как минимум не согласен. То есть как будто бы ты боишься поддаться его давлению, его точке зрения, или впасть от него в зависимость. Вот такое идет. И это тебя, ну, ты побаиваешься этого. Давай спросим, вот, а какую правду ты скрываешь от него? Да, мы же посмотрели, что его сердце скрывает. Вот теперь посмотрим, какую правду ты от него скрываешь. Ну, где-то, может быть, ты легкомысленно относишься к тому, что происходит между вами, и где-то ты его недооцениваешь. Ты его недооцениваешь, и, ну, вряд ли, что ты недооцениваешь себя. Вряд ли. Почему-то, ну, Водолей все-таки. Водолей обычно себя оценивает четко, да. Вот, скорее всего, ты его недооцениваешь, может быть, легкомысленно относишься к тому, что происходит в этой ситуации, как минимум, может быть, в целом. Где-то тебе может быть и все равно, но это не весы, это дурак. То есть где-то это больше даже не все равно, а где-то тебе это вообще безразлично, ну не то что безразлично, а легкомысленно все равно. Это больше легкомысленная карта. Хорошо. А вот эта вот карта, она сейчас откроет. Что тебе подсказывает твоя интуиция о его намерениях? Может быть, это даже не интуиция, а как идет подсказка, да, о его намерениях. Сравнишь. Ну, ты интуитивно, ну, как бы ты интуитивно настроена на то, что он пойдет на примирение каким-то образом. Или он как-то станет каким-то другим, этот человек. То есть ты, ну, как бы надеешься, что он поменяется или будет меняться по собственным намерениям, да, по собственному желанию. Вот так вот. Хорошо, а вот насколько твоя душа готова открыться ему полностью? Готова. Готова, но зависит это от эмоций и от его давления все-таки. Да, готова, карта говорит. А ты вот можешь как раз поставить на паузу, подумать и написать, готова ты открываться или нет. Двойка кубков идет, поэтому для чего-то тебе это надо слышать. Может, ты сильно закрытая, может быть, ты заигралась. Смотри, здесь... Смотри, у него как бы игра, но у него игра агрессивная, а у тебя игра под игрой дурак. Может быть, ты вообще обесцениваешь эти отношения? Или, может быть, ты не видишь в них потенциала? Ну, вот все-таки твой блок. Хорошо, а вот что именно сейчас не дает тебе покоя в мыслях о нем? В мыслях о нем тебе не дает покоя, что он будет победитель и заберет у тебя пальму первенства. Поэтому где-то тебе нужно в чем-то... Может быть, или переиграть его, или быть лидером, или быть лучше, или быть успешнее. В общем, короче, смотри, тут игры эго. Очень много жезлов. Жезлы — это эго всегда. Поэтому смотри, начинается все с десятки жезлов, потом семерка жезлов, пятерка — очень сильное сопротивление, и кто-то очень сильно давит, кто-то обесценивает, а потом еще здесь идет шестерка жезлов, ну, не дает покоя. Кто-то должен победить. И вы где-то, мне кажется, вот как бы заигрались немножко оба. И причем не то, что немножко, а сильно заигрались. 2 и 6, 8, а 8 — это сила. Поэтому, ну, вам это испытание по судьбе, и это где-то испытание даже больше тебя, ну и его в том числе. Как вы готовы к любви, к отношениям, как вы можете друг друга любить, на что вы можете пойти ради любви и так далее. Окей. Давай теперь немножечко перейдем от тебя в блок, все-таки опять к нему вернемся. С собой ты, я думаю, сама разберешься, да? Ну, сама ты с собой вряд ли разберешься. Нужна внешний, ну, как бы обратная связь. Вот что он планирует, давай спросим, к нему опять, предпринять в ближайшие дни? Он будет пытаться выйти как бы с тобой на связь, но на какую связь? Он будет пытаться тебе давать какие-то указания. То есть будет тебя
ну, пытаться управлять тобой. Не манипулировать, а попытаться давать тебе какие-то команды. И будет пытаться брать ситуацию в свои руки. То есть будет пытаться подчинить тебя себе и восстанавливать над собой власть. Смотри, огонь, огонь, огонь. Прямо все, мужчина будет давить, продавливать эту ситуацию. То есть он будет пытаться тебя себе подчинить. Рядом собака. Собака — это всегда подчинение. Хорошо, какие мысли сейчас направляют его к действиям? Ну, он думает, что ты скучаешь, и что давненько не было его, то есть он не был в зоне твоего внимания, что ты уже соскучилась за ним, что уже его тебе не хватает. То есть он думает, что ты за ним скучаешь, и его не хватает. Потому что здесь пресыщение, с одной стороны, но эта карта, она сменяется унынием, пятеркой, да. И что ты, скучая за ним, да, ну, все равно, как бы не было между вами там тяжело, он появится, да, и будет вот навязывать какую-то свою позицию, продавливать, да, продавливать тебя. Окей, ты где-то даже от этого немножко устала, что он давит, да, так, ну, такое тоже, ну, иногда, может быть, это и полезно, да. А хорошо, а давай тогда спросим, а на что он надеется, проявляя себя именно так? Ну, он надеется на то, что его авторитет, его мужской вот стержень, да, вот этот вот жезлы, да, вот идут у отшельника здесь жезл. То есть, ну, что его мужское, ну, суть его, да, вот divine, да, мужское, feminine — это женское, да. Давай так скажем, я хочу вот этого отшельника все-таки, да, вот проявляя себя именно так, он показывает, что он прав, он доказывает, что он мудрее, умнее, то есть что он более старая душа, и что его авторитет, он не обсуждается вот таким вот образом. Как это в твоей ситуации? Я не знаю, но отшельник — это больше о мудрости какой-то, да, и здесь о проявлении авторитета, знаний каких-то, может быть, просто, знаешь, как я старше, я умнее, или я просто лучше знаю, как быть в этой ситуации, да, вот так. Давай спросим, а готов ли он все-таки сделать шаг навстречу первым? Ну, тут вот мне уже кажется, что он будет проявляться больше первым, или больше будет как бы... Давай даже спросим этот вопрос, не готов ли он навстречу первым пойти, а как он готов пойти навстречу первым, да, как это будет выглядеть. Четверка жезлов, как обычно, то есть... Он готов идти навстречу первым. И опять четверка жезлов, четверка огня. Смотри, огня сегодня очень много в начале. Это о чем? Это говорит о том, что вот как его модель поведения была, какой она была, такой она и осталась. Да, где-то она себя исчерпала, и на каком-то этапе она, возможно, уже и не действовала, да, но он ничего не поменяет, то есть он готов делать этот первый шаг, и как он это готов сделать, вот как оно было, так и осталось, то есть ничего не поменялось. Как он раньше к тебе налаживал коммуникацию, так он и будет с тобой коммуницировать дальше. Вот что его останавливает и мешает открыто проявлять чувства. Вот это останавливает и мешает открыто проявлять чувства. Но ты знаешь, тут очень противоречиво, и здесь какой-то, ну, как минимум, неуспех в делах. Он, знаешь как, я тебе скажу так, когда ты, здесь мухомор, да, запомни, вот мухоморы, да, они что делают? Они разрушают эго человека, рушат его эго. То есть рушат мир его я. То есть его останавливает и мешает открыто проявлять чувства твой мухомор. Что такое твой мухомор? Это когда ты разрушаешь его эго, унижаешь и подвергаешь его авторитет, вот он, да, и в отшельнике, и в этой карте, подвергаешь его авторитет сомнению. То есть, ну,
как бы, ну, я не говорю, что он прям нарцисс, ну, прям, ну, где-то его эго пока еще, ну, знаешь, ты, если умеешь управлять эго, то ты будешь более искусным манипулятором, чем он. Поэтому здесь можно так сказать. Его останавливает и мешает открыто проявлять свои чувства боязнь того, что ты его обесценишь. Ну, здесь и игра эго, видишь, изначально была, да. То есть здесь такое вот. Пока игроки, но, знаешь, он более напористый, более жесткий, более нахрапистый, более дерзкий, более борзый. Ты вроде бы как тоже такая, как он, пытаешься быть, но все равно слабее, как женщина. И он здесь передавливает. Вот у меня такое ощущение пока что из того, что я вижу, да, потому что я уже проанализировал 3 слоя и могу некие уже заключения делать, да. Вот давай просто спросим еще следующий слой, вот что именно произойдет в ближайшем будущем, смодулируем ситуацию, и вот как изменится ваша близость друг к другу, учитывая то, что мы здесь видим. Ну, у вас может ухудшиться ситуация, но смотри, она будет ухудшаться на почве того, что женщина будет доходить до отчаяния. Поэтому у тебя высок риск того, что ты будешь входить в какое-то такое минорное состояние, погружаться, и ситуация будет все хуже. То есть ты можешь довести эту ситуацию, то есть по твоей вине это произойдет. Поэтому, ну, вот так вот. Поэтому пока тенденции ухудшения. Ну, фиг его знает. Может, он к тебе в окошко постучится, скажет hello, да, а ты ему скажешь сам hello, например, да. Как-то так. О чем ты скоро узнаешь? Ну, вот, например, от него или о нем, да. Ну, о каком-то его проекте, о каком-то его рабочей ситуации, о его бизнесе, работе, об его успехах, вот такое. Но про успехи. То есть он чего-то добьется в ближайшее время. Ну и хорошо, пусть добивается. Но тогда давай спросим, какие неожиданные вот события скоро ворвутся в ваши отношения ураганом, да? Что как ураган несется прямо к вам? О, реально. Ну смотри, у него бизнес, работа, и у вас еще и возможен секс, возможно. Секс, бизнес, работа, и может быть вы вяжетесь в какую-то новую игру вместе с ним. Это вообще игривая карта, но здесь ураганом идут... У него трудности серьезные. Кстати, у мужчины здесь будут серьезные трудности на работе. Почему-то у меня такой здесь и 5 чаш. Могут быть серьезные трудности не только на работе, но и в здоровье у мужчины. Но, тем не менее, к вам, как ураган, несется сексуальное взаимодействие, сексуальная игра и трудности на работе, и, возможно, какие-то и успехи на работе, да, то есть в работе и в бизнесе. Но это больше вот о новостях, которые будут касаться его и вас, да, то есть больше, конечно, мужчины, но вас тоже, может быть, коснется именно в парном подтексте. Окей, хорошо. Давай тогда спросим, насколько ближайшие перемены будут для тебя приятными, или в чем они будут для тебя приятными. Не могут же ли они быть только плохими, да? Ну, смотри, ваши отношения сдвинутся с мертвой точки. Инициатива, скорее всего, будет все-таки мужская. И, возможно, где-то, может быть, вы еще и сможете поехать куда-то, да, то есть, может, он тебя пригласит к себе или к тебе приедет, в общем, будут какие-то поездки, передвижения, то есть, ну, как минимум, ваши отношения выйдут из застоя, и это уже хорошо и для тебя. Вот сумеешь ли ты принять то, что произойдет совсем скоро? Да, ты сможешь это принять. Но, видишь, у тебя хватает, опять выпадает на тебя, да, вот вопрос на тебя и выпал огонь. То есть вы где-то вот все-таки такие близнецовые пламена, а это, ну, не обязательно одинаковые знаки зодиака. Это могут быть и разные знаки зодиака, но схожие по энергетике, попадающие в какие-то кармические испытания, в кармические узлы, плохо закрывающие гештальты и, ну, в принципе, как правило, топчущиеся, ну,
в замкнутых каких-то циклах постоянно. Кармические пламенные близнецы и родственные души — это разные понятия. Можете загуглить, не буду сейчас их расшифровывать. Но то, что здесь королева жезлов, просто она еще раз подтверждает, что вы можете быть пламенными близнецами. Больше королев никаких здесь не выпадало. Выпал король жезлов и королева жезлов. Поэтому вы, скорее всего, пламенные близнецы. Ну, если вы хотите себя считать родственными душами, считайте себе на здоровье. Здесь под звездой лежит родственная душа или урегулирование. Поэтому я вам разрешаю. И 4 старших аркана. Хорошо. Давайте вот немножечко теперь поковыряемся, покупрсаемся, точнее, в его истинных намерениях и планах. Вот истинных намерениях и планах. Да, вот так. Хорошо, и давай спросим, вот чего он хочет от тебя на самом деле? Самый главный вопрос, наверное, да? Чего он хочет? Любви, нежности, тепла, заботы, ласки и вообще сюси-пуси. Хотя он такой не сюси-пуси у тебя. Как это? Не сюси-пусник, я слышал такое где-то, да? Когда-то кто-то говорил. Вот. Или не сюси-мусник, да? Как правильно, напишите в комментарии. Хорошо. Он не сюсипусник, но хочется ему посюсипусничать, да. Вот какие отношения с тобой он сейчас видит в своих планах? Вот так. Я тебе скажу так. Он хочет на тебя надевать периодически розовые очки, чтобы тебе казалось, что все легко, что все хорошо. А оно нифига не хорошо, да, тебе так кажется. Но смотри, в его планах сделать все-таки некую иллюзию, что все классно, и чтобы тебе как минимум и так казалось, и было немножечко полегче, чтобы ты немножко от реальности оторвалась. Поэтому скажу так, этот человек заинтересован, чтобы ты принимала желаемое за действительное. Хочешь ты этого или нет, но семерка чаш всегда об этом. Хорошо, а вот готов ли он быть для тебя поддержкой и защитой? Да, пока готов. Главное, чтобы работали печень и почки. Ну и еще цвели в саду цветочки. Да, готов. Есть ли в его планах совместное будущее с тобой? У него. В его планах. Да, он планирует, он думает об этом и где-то, может быть, вытачивает свой вот нож разума или меч разума. Но, тем не менее, Водолей — это планирование всегда, это четкое понимание. Даже у него уже есть некий план. Вот, по королю мечей. Какое место ты занимаешь в его сердце и в его жизни? Ну, смотри, какое бы ты место ни занимала, ты, возможно, для него как ребенок все-таки, а он старше здесь. И, ну, если только ты не старше, тогда он ребенок, тогда ты занимаешь место его мамы. И вот какое бы ты место ни занимала, кем бы ты ни была, мамой или дочерью, например, он боится тебя потерять. Это страх потерять. Окей. Хорошо, вот давай тогда еще немножечко посмотрим, как ваши отношения будут развиваться в ближайшее время, месяцы, да, вот, или в тот отрезок времени, который ты для себя вот сейчас загадаешь. Загадай этот отрезок времени. Вот какая главная перемена ждет вас обоих, коснется вас обоих. Офигеть, вы добьетесь какого-то хорошего результата в отношениях. Но у меня такое ощущение, что у тебя и у него в жизни произойдет какое-то хорошее событие, хороший подарок, важный подарок, и будет улучшаться и у тебя, и у него финансовый поток. Поэтому вне зависимости от того, как у тебя будет в отношениях, да, не везет в любви, повезет в деньгах. И тебе, и ему. Как-то почему-то так вот. Вот что поможет вам преодолеть существующие преграды. Угу. Жрица поможет. Не знаю, может быть это какая-то колдунья. Может быть какая-то магия.
Может быть, черная даже магия поможет. Обычно жрица это женщина, поэтому я говорю колдунья. Не колдун, а колдунья. А может быть черная магия, темная магия. Жрица не всегда о темной магии, но она вообще о магии, да, часто. Поэтому вот что поможет? Если не человек, да, тогда это магия все-таки. А черное или белое уже будете решать сами вдруг, если что. Вот какие чувства у вас обоих станут сильнее. А вы перестанете бояться своих чувств. И в принципе у вас все чувства станут сильнее. То есть вы будете более остро воспринимать запахи, цвета, ароматы, чувства, мысли, планы, действия. То есть у вас восприятие действительности, когда страх отступает, напряжение спадает. Страх, он очень сильно сковывает мышцы. Все. От страха происходят все самые сложные заболевания. Да? Если у человека страх, это порождение, стресс, порождение страха. Да? И вот от стресса, если долгий стресс, то человек сжимается. То есть вы будете в расслабленном состоянии, поэтому у вас все чувства станут сильнее, и вы будете лучше и понимать, и видеть, и слышать, и ощущать, и осязать, и так далее. Да? То есть все. Пропадут страхи, меньше будете бояться. Ну, как минимум, что-то прояснится, да. А жрица все-таки, она как бы открывает некое. И смотрите, у вас 9 и 2, это 11. А 11 это что у нас? Это весы, правосудие, справедливость. То есть вы уравновеситесь, успокоитесь. Лучше будете спать, как минимум. Это я вам гарантирую. Вот как изменится его отношение к тебе со временем? Ну, с тем временем, которое ты загадала. Ну, у меня здесь такая карта неплохая. Если ты его эго дашь возможность благоухать, то он для тебя станет царем, не только царем или королем, да, королем, а богом еще, да. Поэтому, смотри, тут жрица, это магия, маг, магия. Поэтому магия на основе магии произойдет. Поэтому как изменится его отношение? Применишь свою женскую магию, получишь себе творца. Вот так вот. Да, получишь чудо. Ну или получишь магию или мужчину того, о котором мечтала. Подобному отцу или творцу. Особенно если твой отец был Овен, Лев или Стрелец, Водолей, Близнец или Весы. Ну, вот так интересно. И тут колесо фортуны получается рядышком. Да, 9 и 1. Здесь Весы, а здесь колесо фортуны. То есть справедливость встанет на свое место или вернется. Будет ли между вами та самая близость, о которой ты мечтаешь? А прямо сейчас можешь поставить на паузу и написать: о какой близости той самой мечтаешь именно ты? А вот они и весы. Конечно, будет. Конечно, будет. Это будет и партнерство, и союз, и это будет уравновешивание. И я скажу так, что даже если будет какая-то обидчица у вас или обидчик, то им воздастся по справедливости. Все черное вернется через магию, волшебство. Маг все вернет. Всю грязь, как обратка, да, улетит. То есть обидчик получит за свои темные делишки, да, получит равновесные силы, удар равновесных сил. А вы получите благоухание садов своих отношений, чувств, благоухание вашей жизни, новые ароматы, цвета, вкусы, запахи, да, и финансовые проявления. Очень, очень крутой расклад получается, если ты хочешь, чтобы так было, чтобы обидчик получил обратку, вот эту вот обратку, светлыми силами, может быть и темными силами. И если ты хочешь, чтобы связь между вами наладилась, и он вышел на связь или появился в твоей жизни, неважно, вы гадаете на человека, с которым вы в ссоре, или который хочет прийти к тебе, да, то есть мы можем этот расклад запустить как вызов, да, мощный импульс во вселенную посланию, чтобы этот
человек появился в твоей жизни. Это работает. Просто нужно быть светлым намерением, да, то есть не скрипеть сердцем, да, и душой, а давать миру, и мир даст тебе. Закон сохранения энергии, баланс, брать, давать. Шестерка пентаклей и весы. Шестерка пентаклей работает на материальном уровне, весы работают на уровне интеллекта, разума. Спокойный разум порождает что? Спокойный поток материальных энергий. Хорошо. Будет между вами та самая близость, о которой ты мечтаешь, когда ты успокоишься и придешь в состояние равновесия и будешь готова к светлой магии. Магии Творца, подобную Отцу. Вот помнишь, как Отец для тебя творил чудо? Вот точно так же будешь творить и ты, и для тебя Вселенная будет творить чудеса. Хорошо, какие судьбоносные события на вашем совместном пути? Давай посмотрим. Вот какую роль в его судьбе тебе суждено сыграть. Вот эту роль. В его судьбе ты сыграешь судьбоносную роль, если уже не сыграла, да. Но мы смотрим на будущее. Поздравляю тебя. Видишь, как мы только что, как я, из Вселенной, да, из нейровселенной вытащил благодаря жрице и магу твою судьбоносную роль. А ты в магию не веришь. Или веришь, напиши мне. Какие испытания и проверки ждут вас? Мы его так сейчас такой чик, чирик. Опять стрелец. Ну и правильно, стрелец тут и должен быть. Ну что, вы пройдете испытания дьяволом, огнем и сексуальной страстью. Да-да. Какие события укрепят вашу связь и сблизят вас еще сильнее? Какое-то сильное потрясение сблизит вас. И смотри, судьба, дьявол и башня. К вам дьявол стучится прямо к вам. Стрелец на пороге и козерог. Но какое-то потрясение сделает вас ближе и сильнее. О чем он поймет и осознает только исключительно благодаря тебе. Смотри, здесь принцесса чаш, и он осознает, что в жизни есть нечто хрупкое. И это не только любовь, о которой он даже и не знал до тебя, но еще и ты, как неотъемлемая часть этого понятия. Не правда ли прекрасная твоя аватарка на ближайшее будущее? Он поймет, что благодаря его эго рядом с ним женщина может не только петь, как птица, может быть, ворковать как голубь, но я голубей не очень люблю, но и расцветать как весенняя сакура. Готова ли ты пройти с ним путь до конца? Это твоя проверка на твоем детекторе лжи. Но учитывая то, что ты его не можешь отпустить, да и да. А знаешь почему да? Потому что здесь еще тройка жезлов на дне. Мы ее сюда положим вот так. Да. Особенно когда начнется лето и закончится осень. Начнется лето и закончится весна. Хорошо. Мне понравился сегодняшний расклад. А что ты чувствуешь? Тоже можно написать в комментариях. Давай посмотрим на итог ваших отношений. Вот что решит судьба? Вот будете ли вы вместе, несмотря ни на что? Пока разбитое сердце. Вот видишь, карты говорят о твоей неготовности. Может быть, неготовность его. Тройка мечей — это разрыв. Но не можем мы пока сейчас сказать, что да. Хорошо. Возможно, этот расклад для тебя, для того, чтобы ты что-то осознала.
да, или осознал. Поэтому пока Вселенная говорит нет. А здесь очень хорошие карты. Но, возможно, вот эта башня, сюда пока положу, вот эта башня, это и есть потрясение. Его нужно пережить. Но помни о том, что судьба или жизнь, или Вселенная, или Бог никогда не дает испытаний больше, или это количество, оно никогда не превышает того, что ты можешь выдержать. Поэтому пусть эта тройка мечей будет символом твоего страха, преодоления твоих страхов. А учитывая то, что страхи здесь должны быть преодолены, возможно, ты в эту тройку мечей и не попадешь. Если у тебя есть намерение не попасть в тройку мечей, пиши: я обладаю светлым намерением не попадать в тройку мечей, не допускать разрыва и максимально целостно пройти любую башню, любое испытание. Испытание башней, дьяволом и колесом фортуны. Колесо фортуны — это судьба, и не только судьба, но еще и богатство, между прочим. А они все проходят испытания богатством или деньгами. Да-да-да. Вот как изменится твоя жизнь после вот принятия его решения? Ну вот она, 10 чаш. Ты будешь счастлива и будешь жить в семье, с семьей и с тем человеком, и с тем окружением, которым действительно заслуживаешь. А вот что станет главной причиной сближения, ну или отдаления? Проверим здесь тройку мечей. Главной причиной сближения или отдаления — это умение урегулировать или держать контроль над своим эго и над его эго. Уметь адаптироваться и удовлетворять потребности и амбиции своего партнера. Без этого ну никак в отношениях. Да. Хорошо, вот какие слова он скажет тебе, которые все расставят на свои места? Я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Ты должна успокоиться. Ты и сама все прекрасно понимаешь. Ты свободна, и тебе нечего бояться. Ты защищена и можешь расслабиться. Тебе не нужно больше так сильно напрягаться. Наверное, мечта любой женщины. Вот давай спросим, какая финальная подсказка Вселенной тебе лично на ваши отношения идет вот через этот поток? Финальный месседж потока сегодня. Не бойся конфликта, не бойся конфликтовать, отстаивать свои позиции. Я сказал отставать, не бойся отставать, но старайся наверстать. Не бойся агрессии и не бойся дуальности, неоднозначности. Но помни, что твоя агрессия и его агрессия — это часто проекция и отношение к той ситуации, которая происходит между вами. И если ты не умеешь подстраиваться, где-то, может быть, прогибаться, адаптироваться и понимать своего партнера, подыгрывать своему партнеру, тогда конфронтация только усиливается. Отношения — это всегда искусство компромисса. И если я не ошибаюсь, искусство компромисса — это и есть твоя женская красота. Не открываю карту, потому что она немножечко откровенная, но здесь этот компромисс, он как раз вот здесь. Компромисс и красота. Поэтому финальной подсказкой Вселенной тебе лично на ваши отношения. Знаешь, как украинскую кажут, не бійся, бийся. Поэтому если ты чувствуешь, что это ты, это твои отношения, не бойся сражаться и не бойся применять все способы, поскольку в сражении или на войне все способы
подходят. Мира вам и вашим мирам. Оставайтесь на связи и до скорых встреч. Увидимся, услышимся або побачимось, почуємось. Па-па.